Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сейчас вы начнете смеяться, если я скажу, что я опять прибиралась. Но это так. И нашла коробочку вот таких заготовленных ромбиков. Когда-то я их нарезала для того, чтобы шить сумки в баварском стиле. Но почему-то как-то вот я пошила несколько сумок, на этом остановилась и забросила. Вот теперь нашла и решила сшить сумку шоппер, с которой можно выйти в магазины шаговой доступности, куда-то в аптеку забежать, в канцтовары, да, ребенку там тетрадки купить, чтобы, ну, это все умещалось там и в то же время выглядело симпатично, и можно было не брать с собой дамскую сумку, да, а вот в эту сумку шоппер просто бросить кошелек и побежать за какими-то небольшими покупками. Сумку я буду делать, ну, выкройку я опять же не делаю, я просто нарисовала здесь схему, памятуя ролик с китами, да, там я рисовала карандашом, было не очень видно, тут я все-таки решила исправиться, сделала все почетче. Вот таких размеров я буду делать две заготовки, 55 на 40. В готовом виде, ну вот так, если смотреть, да, в анфас, то сумка будет 45 на 35. Какие ручки и что, я еще не знаю. Я пока только представляю, опять же, смутно себе внешний вид этой сумки. Как мне кажется, должно получиться очень неплохо. Ну, задерживаться не буду, и так начну. Шить я буду, как уже сказала, вот из этих ромбов. Собирать я их буду обычным пэтчворком. Вот тут у меня есть и половинчатые, и всякие я нарезала, да, вот видно. Вот таким образом. Краила я их вот так, у меня долевая расположена, но это не играет никакой роли, потому что сумку я буду укреплять, видимо, поролоном или синтепоном, тоже еще не знаю. Вот так буду собирать рядами. Как обычно мы собираем какие-либо пэтчворк изделия. Стачивать с припусками на швы на изнаночной стороне, в разутюжку, естественно. Можно так, конечно, и зигзагом их стачать. Ну, у меня есть одна задумка, покажу позже, почему я не буду стачивать зигзагом, а ну вот обычным методом, да, соберу. Показывать уж, как собирать полотно, я не буду. Это есть и в моем предыдущем, в одном из предыдущих роликов, где я шила дорожки на стол. Аналогично все собирается. Вот так я буду рядами собирать. Этот ряд, этот ряд, этот ряд. Да, и потом между собой ряды стачивать. Я собрала уже одну часть сумки. И что я хочу вам сказать, дорогие мои девоньки и мальчики. Смотрите, с ромбами, когда мы их собираем, дело обстоит несколько сложнее, чем, скажем, с квадратами или с какими-то другими простыми геометрическими фигурами, типа прямоугольники, что-то такое. Когда я начала сборку, я поняла, что я могу на вот эти свои 55 и 40 и не выйти, что у меня может получиться плюс-минус 1-2 сантиметра. К счастью, я на них вышла. Вот здесь у меня получается 55. Почему я так меряю? Ну вот здесь я линию провела, ее, я надеюсь, видно. Здесь ее уже не видно. То есть вот это я обрежу, и стачивать я буду вот по этим срезам, чтобы у меня потом рисунок также сошелся. Если бы я, скажем, хотела сделать здесь 50 сантиметров, да, смотрите, у меня получилось бы вот так. Ну и понятно, что здесь я бы обрезать не стала вот по этой линии, да, узор потом не сойдется, у меня получится с боков не ромбы, а непонятно что, поэтому мне бы пришлось либо делать меньше, либо это шивать еще ромбы сюда. И еще один момент. Вот сейчас здесь, вот примерно в этой области я нахожусь, и я подумала, а зачем я буду сюда притачивать треугольники и затем собирать вторую такую же деталь. Я здесь продолжу также ромбы пришивать, притачивать. И у меня вот эта часть, ну, условно, передняя стенка сумки,
перейдет в дно, и дно потом перейдет в заднюю стенку сумки. То есть у меня будет одна деталь, и соединять я ее буду, соответственно, вот так, по боковым срезам стачивать. Здесь, вот в этих местах, как бы я ни старалась, ну, получилось немножко, да, смещение кое-где. Но меня это сейчас не беспокоит, потому что это все потом будет закрыто, я покажу, все увидите. И да, еще хочу сказать, почему я в начале видео сказала швы в разутюжку, конечно. То есть вообще, когда мы делаем пэтчворк, можно швы и разутюживать, и на одну сторону какую-то заутюживать. Почему? Конечно, потому что, ну, вы понимаете, наверное, и без меня, да, что джинсовая ткань достаточно плотная. Если я бы здесь на одну сторону и здесь на одну сторону, у меня бы получились, ну, вот такие шишки, да. Поэтому все разутюжила вот так аккуратненько и продолжу дальше собирать полотно. Полотно из ромбов я собрала, и размер у меня получился 89 на 55. Я планировала вот по этой схеме сделать 80, да, у меня получилось бы на 55, получилось чуть длиннее. И это даже хорошо, потому что, смотрите, дно я планировала 10 сантиметров делать, 5 и 5. И я посмотрела вообще, ну, как-то 10 сантиметров, ну, маловато. Узкая будет сумочка, что-то я погорячилась. Сделаю чуть пошире, сделаю вот так, наверное, 14 сантиметров, чтобы у меня сгибы проходили не по этим местам, да, ну, тут достаточно так вот жестко уже. И вот из-за этих всех припусков, поэтому я сделаю чуть подальше. И теперь... За счет того, что джинсовая ткань сама по себе толстая, вот здесь вот припуски и вот эти вот места, они, ну, как бы возвышаются, да, здесь получаются провалы в ромбах. И мне надо эту стенку каким-то, ну, вернее, не стенку, а это полотно каким-то образом укрепить и выровнять. И делать я это буду с помощью поролона. Делать я это буду в 2 этапа. Так, сейчас покажу. Первый лист поролона, вот я его уже вырезала, он у меня будет чуть меньше. Вот с каждой стороны где-то по 1,5 сантиметра. Этот поролон, он толщиной 5 миллиметров. Я его покупала на Амазоне, но я знаю, что девочки в России, в Украине, в Беларуси покупают что-то подобное в строительных магазинах и в магазинах мебельных тканей. Значит, первый этап вот таким образом я приложу, и стягать я буду, смотрите как, вот здесь вот между вот этими деталями, да, чтобы строчку было не видно. И стягать я буду не вот так вот, не по каждому вот этому шву, а, ну, скажем, вот 1, 2, 3, буквально только прихвачу на машинке, да, зафиксирую этот поролон, чтобы он у меня в дальнейшем не смещался. Ну, вот так вот в одном направлении сделаю и в другом направлении. Вот так достаточно крупно я простегала. Может показаться, что здесь и пузыри, и неровности какие-то, но меня это на данном этапе абсолютно не волнует, так же как и вот такие нестыковки в узоре. В каком-то другом изделии я бы, конечно, все это распорола, все состыковала, да, все сделала аккуратненько, но здесь нет. И что я буду делать дальше? Я
вот это все приложу на второй лист поролона. Его я сделала чуть побольше размером. Ну, вот он у меня выступает за края. Я потом все подровняю, тут выложу, да, все ровненько. Я сейчас покажу, потом уже все буду равнять. И простегивать я буду уже вдоль каждого шва в обоих направлениях. И не просто простегивать, а декорировать. Вот такая пряжа у меня нашлась в запасах. Что за пряжа, я не знаю, не помню. Вот без этикетки. Она не круглая, она немножко вот так приплюснутая. И вот с люрексом или что-то здесь, какое-то напыление поблескивает. Я ее буду вот таким образом прикладывать. Да, и вот эти все нестыковки у меня закроются. Я подберу ниточки подходящие, вот такого цвета бирюзового. И стягать я буду зигзагом. Зигзаг я выставлю шириной такой же, как эта пряжа. И длина стежка у меня будет, скажем, 3 миллиметра. Слишком мелко я делать не буду, чтобы, ну, вот этот блеск у меня нитками не перекрылся. Вот такая у меня получилась заготовка для верха сумки. Зигзаг мне пришлось выставить чуть крупней. Я его делала длиной не 3, не 3,5 миллиметра, а аж 5 миллиметров мне пришлось сделать. Вот так вот выглядит с изнаночной стороны, вот так с лицевой. Все нестыковки закрылись, то, что я и хотела. И этот шнур, он туда утопился, и получились ромбики вот такие выпуклые. Надеюсь, видно. Сама заготовка получилась достаточно легкой, но в то же время она хорошо держит форму. И напоминает она мне чем-то, ну, что-то из мебели, да, вот какие-то спинки кровати вот таким образом обитые. Двери, помню, когда маленькая была, дермантином, ну, вот как-то так же, да, обивали. Заготовку я уже подровняла. Получилась она 86 на 55. С двух сторон я уже сделала, ну, такие выемки для дна. Здесь у меня по 6 сантиметров, здесь 12. И с учетом припусков на швы получится, ну, вот как раз примерно 14 сантиметров ширина дна. Я уже вырезала подкладку точно такой же формы и размером на пару миллиметров поменьше с каждой стороны. Ну, я в каждом видео повторяю, где я шью сумочки. Подкладка лежит внутри сумки для того, чтобы она легла ровненько, вот без каких-то вот таких вот, да, морщин, складок, пузырей. Чуть-чуть ее нужно буквально поменьше делать, и тогда она ляжет ровненько и аккуратно. Ткань эта вообще симпатичная, и, ну, вот она предназначена для одежды, но одежду я из нее никакую не вижу. Ее я покупала тоже много лет назад на какой-то распродаже с огромной скидкой. И проблема этой ткани в том, это какая-то смесовка, хлопок с чем-то. Она очень тонкая, ну как очень, ну вот достаточно тоненькая, да, и очень плотная, она не пропускает воздух. Если из нее шить какую-то блузку или платье, в них можно будет задохнуться. Поэтому я решила
пустить ее на подкладки. У меня еще много метров этой ткани. Выполню сейчас на подкладке карманы. Сделаю, видимо, 2 накладных из джинсовых карманов, да, но их тоже надо куда-то пристраивать. И один прорезной карман на молнии. Как делать карманы, я уж показывать не буду. По прорезному на молнии есть отдельное видео. Если хотите, вот переходите по ссылке, смотрите. В общем, выполню карманы и покажу, что дальше. Карманы готовы, и следующим этапом нужно будет стачать боковые срезы на подкладке и на основной детали. Вот таким образом. Боковые срезы я стачала, на подкладке припуски я разутюжила, и теперь вот этот открытый участок с этой и с этой стороны, ну, вот так закрою строчкой, и получится дно. Здесь я ничего не утюжила, стачаю. И затем уже посмотрю с лицевой стороны, может быть, приложусь утюгом с паром. Верх и подкладка сумки у меня готова. Я вложила подкладку внутрь сумки. Здесь я уже закрепила булавками. И сейчас на машинке вот так по кругу притачаю. Можно, конечно, приметать, но я крупным стежком. Вот так вот. Детали верха и подкладки сумки я стачала по верхнему срезу и вывернула. Сейчас покажу, как все выглядит внутри, чтобы потом уже готовую сумку не выворачивать. Ну, вот здесь вот карман, да. Один прорезной на молнии, здесь 2 накладных кармана. Их я пришивала таким образом, чтобы они немножко объемные получились. Подкладочку немножко тянет, потому что она чуть поменьше, чем вот эта деталь, чем верх сумки. Я уже выкроила следующие детали. Вот такая полоса у меня сточная из 2, ну, вот таких полос поменьше. Это будет планка. Она будет притачиваться вот так сверху сумки, и к ней будут крепиться ручки. Ширина полосы 10 сантиметров, длина каждой 55, ну, так же, как и вот ширина сумки, да. Я ее сейчас продублирую флизелином без припусков на швы. Посмотрю что-то вот из этой пряжи здесь, соображу. Затем согну, приутюжу. Ну, вернее, сначала стачаю, да, чтобы она была круглая. Затем согну и приутюжу. Также я выкроила обтачки для молнии. Сверху будет джинсовая обтачка, снизу из подкладочной ткани, ну, чтобы не было слишком толсто. Джинсовые детали я тоже продублирую флизелином, также без припусков на швы. Молния будет вот такая, ну, у меня другого цвета нет, но я думаю, подходит. И молния будет, смотрите, вот не от сгиба до сгиба, да, а будет вот так примерно, чтобы у меня сверху у сумочки был объем, когда сумка будет застегнута. Иначе, ну вот если так притачивать, то она будет плоская. Сейчас выполню все то, что рассказала, и покажу, что дальше. Вот такая планка у меня получилась. С одной стороны я решила просто полоски сделать из этой пряжи, с этой ничего. Как ее притачивать, покажу позже. Сейчас займусь молнией. Теперь мне на этих 4 деталях нужно заутюжить воображаемые припуски по 0,5-0,6. Вот с каждого торца на изнанку. Вот так, так, так и так. Теперь смотрите, беру джинсовую обтачку. Вот она у меня лицом наверх. К ней я прикладываю одну половинку молнии. Можно приметать, можно сколоть булавками. Вот этот хвостик так вот я загну, прихвачу здесь булавкой, чтобы он не отгибался. Прикладываю обтачку также лицом к лицу и притачаю молнию. Вот от самого начала до самого конца одной строчкой. Вот так получилось. Строчку я проложила на расстоянии 0,5, наверное, от края. Вот эти припуски пока свободные. Теперь нужно будет вот так вот все разутюжить, отутюжить, приутюжить аккуратненько и проложить П-образную строчку вот таким образом. Вот так вот вдоль
И здесь у нас вот эти открытые участки все закроются. И строчку я буду прокладывать, наверное, на расстоянии 2 миллиметра от края. Вот таким образом. Но сначала, конечно, отутюжить нужно. Вот такая получается половинка молнии. Со второй половинкой я поступлю точно так же. Вот такая у меня получилась застежка. Молнию я здесь обрезала и установила вот такой наконечник для молний, который крепится с помощью винтика. Планка мне это пока не нужна. Сейчас я здесь найду центр. Вот на передней и на задней стенке сумки. И здесь тоже центр отмечу. И вот таким образом притачаю вот здесь и здесь. Сумка получается достаточно большой. Я уже не знаю, как поставить камеру, чтобы и всю сумку было видно, и детали. Но вот так получается застежка. То есть она формирует сверху объем. Когда сумка наполнена, то вот таким образом она выглядит. Вот. Ну, я не знаю, надеюсь, видно, да, вот как могу, девоньки, мальчики, извините. Следующим этапом будет притачивание вот этой планки. Притачивать я ее буду по принципу притачивания косой бейки или любой какой-то другой бейки. Вот я ее вывернула, да. Вот таким образом ее туда сейчас вложу, все отцентрую. И притачивать я буду только одну часть, вот эту внутреннюю. Сейчас ее притачаю по кругу. Ну, вот так вот, да, здесь у меня припуск. Я как раз вот по этой линии и пойду. Вот что получается. Чтобы притачать ее, конечно, лучше расстегнуть молнию и вот таким образом ее расправить. Проблем у меня с притачиванием не возникло. Здесь кажется толсто, но на самом деле у меня здесь всего 3 слоя джинсовой ткани. Это этот, вот этот, обтачка. И вот подкладочная ткань, 2 слоя. Ну, здесь не толсто. На самом деле поролон создает объем, но проблем с прохождением у меня вообще не возникло. Теперь вот таким образом выворачиваю. Здесь припуск вот этот я сейчас приутюжу. Вот как бы показать-то. Поменяла расположение камеры. То есть вот я вывернула эту планку. Заутюжу вот этот припуск туда. Совмещу вот этот сгиб вот с этой строчкой, которую я только что проложила. И прямо поверху, вот так по кругу, дам еще одну строчку на расстоянии, ну скажем, 2 миллиметра от сгиба. Все, сумка практически готова. Вот планка притачена. Строчку ни с этой, ни с этой стороны не видно. Ну, я нитки в тон подобрала. Вот так. Займусь ручками. Одну ручку я уже сделала. Вот так она выглядит. С одной стороны я задекорировала вот этой полоской, да, пряжей. Здесь выполнила обычный подгиб. Притачала. С двух сторон карабинчики. Это, кстати, мой любимый способ изготовления и установки ручек. Для ручек я выкраивала 2 полосы. Вот одна еще в таком состоянии. 63 сантиметра у меня длина. Можете делать побольше, можете покороче. Ширина полосы 8 сантиметров. Вот по 1 сантиметру припуски я не дублировала. Вот таким образом, да. И когда я ее согну, она будет в готовом виде 3 сантиметра. Вот по размеру внутреннему, да, вот этой вот рамочки на карабине. Ну, сейчас вот аналогичным образом сделаю вторую ручку и установлю их на сумку.
Все, сумка готова. Как мне кажется, получилось очень даже неплохо. Вместительная. И сверху объем, и снизу объем. Ну, достаточно интересный шопер получился. Подведу итоги по размерам. Здесь 53 сантиметра. Высота, я без планки буду мерить, 34 сантиметра. И глубина 13,5, почти 14 сантиметров. И ручки я тоже померяю вот от края планки. До сюда 61 сантиметр получается. И что я хочу сказать про ручки. Вот с такой длиной ручек удобно сумку носить и на плече, и в руках. При моем росте 1,73 м. И вот таких размерах, да, сейчас я еще раз померяю вот здесь. Здесь, ну, примерно 67. Сумка у меня, ну, вот примерно на таком расстоянии от пола. Я точно не замеряла, но в зеркало посмотрела. То есть, если вы чуть поменьше ростом и будете шить какую-то подобную сумку большого размера, ну, смотрите, да, либо сумку чуть поменьше делать высотой, либо лямки, ну, буквально на пару сантиметров покороче, чтобы она не волочилась по полу. Сейчас я ее надену на манекен и покажу, как это выглядит. Вот так выглядит сумка с одной стороны. Вот так вот с другой стороны, которая предполагается лицевая сторона. Это пустая сумка. Сейчас я ее чем-нибудь наполню. Вот еще так покажу. Она стоит, ну, хоть в пустом, хоть в наполненном состоянии. Вот так выглядит сверху, когда она полная. Отлично держит форму. На этом я буду прощаться. Если вам понравилось мое видео, было полезным, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!